Солнце уже высоко взошло над фермой семьи Чекони, окутывая поля теплым светом. В это время миссис Чекони, заботливая хозяйка, как обычно, отправилась проверять животных. Ей всегда нравилось наблюдать за состоянием своих питомцев, особенно за любимой лошадью Бёрн. Но в этот раз что-то было не так. Лошадь проявляла беспокойство, неудержимо скакала по своему загону и часто издавала встревоженные звуки. Миссис Чекони почувствовала прилив тревоги. Почему Бёрн так нервничает? Это был явный вопрос, но ответ ей не давался. Она внимательно отметила, что Бёрн настойчиво терлась о заборы и часто вскидывала голову, прислушиваясь к окружающим звукам. В какой-то момент она даже заметила, что лошадь аппетитом не ест свой корм, что было самой большой аномалией в ее поведении. Миссис Чекони знала, что это означает лишь одно – предстоящие роды. Заключив, что дело серьезное, она позвонила ветеринару, доктору Ларри, который, к счастью, проживал недалеко. На протяжении нескольких дней напряжение на ферме возрастало. Каждый миг ожидания напоминал упрямую думу, когда же произойдут долгожданные события. Миссис Чекони понимала, что к этому моменту нужно подготовиться, и каждый вечер проверяла Бёрн, надеясь на благоприятные новости. Наконец, после долгих ожиданий, ночное облако чуть заметно просветлело, и Бёрн начала рожать. В ту ночь окружающие звуки замерли, лишь ветер тихо шептал о предстоящих необычных событиях. Миссис Чекони, возбужденная и полная надежд, выглянула из окна своей спальни. Ей казалось, что в этот момент вся природа замерла, ожидая чего-то волшебного. Вскоре в свете луны появился прекрасный жеребенок, но его внешний вид сильно отличался от ожиданий, словно он был создан из другого мира. Не веря своим глазам, миссис Чекони на мгновение заскучала, но быстро собрала свои мысли в кулак. Есть лишь одна личность, которую она может призвать для помощи в этой сомнительной ситуации – ветеринар доктор Ларри. Именно он должен будет исследовать и подтвердить здоровье новорожденного. Надежда и тревога смешивались в ее сердце, когда она вызывала ветеринара. Доктор Ларри, известный за свою доброту к сельским животным, был уже настороже. Его экстремально строгие методы не показались бы подходящими в столь деликатной ситуации, но его опыт внушал надежду. Он приехал вполне уверенный в своих действиях, но когда взглянул на новорожденного жеребенка, его выражение лица изменилось. «Это не жеребенок», – произнес он тихо и уверенно, вызывая массовую панику в сердцах членов семьи Чекони. Миссис Чекони сражалась с шоком, пытаясь осознать ситуацию. Этот момент оказался как холодный душ. На самом деле они не могли поверить в то, что слышат. Она не могла понять, как это возможно. Бёрн никогда не спаривалась, и откуда же тогда этот жеребенок? В состоянии растерянности миссис Чекони вернулась к записям с камер видеонаблюдения, которые установила на ранчо. Она вышла на экран, полный записей, с надеждой найти ответы на все свои вопросы. Беспокойство и недоумение росло в ней с каждой секундой, и нервы истощались. В один момент ее внимание привлек конкретный фрагмент. На записи был виден самец лошади, Арчибальд, проникающий в загон к Бёрн. С сердцем, полным тревоги, она высматривала детали. Кто же эта женщина, открывшая калитку? На записи она выглядела знакомо, но миссис Чекони не могла вспомнить ее. Жгучее желание выяснить правду овладело ею. Она могла, наконец, раскрыть тайну происхождения своего жеребенка. Это становилось навязчивой идеей, не давая ей покоя. Прошло немного времени, и доктор Ларри вновь уехал с фермы, совмещая чувство вины в сердце миссис Чекони с ее угрызениями совести. Она была полна решимости найти правду и вызвала ветеринаров на помощь Бёрн. Утром к ним присоединилась команда опытных ветеринаров, чтобы оказать помощь при сложных родах. Все понимали, что ситуация была критической. Бёрн, хотя и зная, что ее жизнь в угрозе, гордо гнала своих соперников вне своего загона, но она слабо протестовала, когда начались схватки. Миссис Чекони старалась делать все, что в ее силах, чтобы поддержать любимицу.
Каждую минуту она могла видеть, как внутреннее напряжение нарастает. Уже через несколько часов напряжение достигло предела. Миссис Чекони ощущала, как страх и надежда борются в ее сердце. Команда ветеринаров была наготове. Бёрн сильно потела, ее дыхание становилось все более прерывистым и скованным. Когда наконец пришло время, доктор Ларри и его команда принялись за дело, стараясь помочь Бёрн родить. Жеребёнок оказался в ягодичном положении, и ситуация требовала немедленного вмешательства. Крики Бёрн смешивались с срочными указаниями ветеринаров. Они проявили невероятную ловкость, стараясь не допустить осложнений. Углубляясь в работу, они сделали все усилия, чтобы животное смогло справиться с родами. Каждый присутствующий ощущал, как атмосфера насыщается страхом и надеждой. Когда Бёрн наконец родила, в комнате воцарилась тишина, и напряжение достигло своего максимума. Миссис Чекони, полная страха и негодования, наконец обратилась к Майклу. Она находила его поведение крайне подозрительным, и в тот момент, когда показала ему видеозапись, давила на все вопросы, которые ее терзали. «Ты знаешь, кто эта женщина, Майкл?» – закричала она, излучая гнев и отчаяние. Майкл выглядел виноватым, но отрицал свою причастность. Даже когда она, казалось бы, домогалась правды, в его глазах мелькали тени смятения. Он молчал о личности женщины на записи, что сильно тревожило миссис Чекони. В этот момент ей было трудно заметить изменения в его поведении и ощутить правду среди его запутанных слов. Процесс казался бесконечным, когда миссис Чекони получила неожиданный звонок от доктора Ларри. «Помогите, Бёрн теряет много крови, жеребёнок должен появиться на свет немедленно». Она невольно замерла, её сердце забилось быстрее, ведь они должны были быть готовы ко всему. Быстро собравшись, она снова ринулась на ферму. Доктор, используя цепь для помощи Бёрн, создал опасную ауру вокруг процесса. Атмосфера становилась всё более гнетущей. Каждый вздох Бёрн напоминал борьбу за жизнь, и миссис Чекони ощущала себя беспомощной. Она взглянула на команду ветеринаров, и их решительность укрепила её надежду. С каждым мгновением, когда пришло время, напряжение нарастало до предела. Цельный момент ожидался всеми, и явная слабость Бёрн навевала страх. Жеребёнок начал медленно появляться на свет, но Бёрн, демонстрируя невероятную силу, продолжала нажимать на всё, что у неё было. Наконец, с помощью команды, доктор Ларри пальцами немного тянул, и на свет появился жеребёнок. Все замерли, поскольку он остался неподвижным, лишённый дыхания. Страх охватил присутствующих. Миссис Чекони закрыла глаза от беспокойства, стараясь сосредоточиться на своих мыслях. Ни один из них не мог сказать, чем закончится эта история. По щеке миссис Чекони скатилась слеза, когда вдруг в воздухе раздался слабый звук. Жеребёнок начал двигаться. Все облегченно вздохнули, и радость наполнила их сердца. Несмотря на счастье от того, что жеребёнок вновь начал движение, у миссис Чекони возникли тревожные мысли. Она заметила, что жеребёнок не похож на своих родителей, и, сжимая кулаки от волнения, наклонилась ближе. Изогнутые ноги и необычная окраска стали источником тревоги для её любящего сердца. Ветеринар доктор Ларри выглядел обеспокоенным, и это поведение только добавило тревоги. Теперь у неё возник вопрос: что же произошло на самом деле? Каково было происхождение этого жеребёнка? Она сама осталась без ответа и должна была узнавать всю правду. У неё было чувство, что эта история не закончилась, и её мысли сконцентрировались на том, чтобы выяснить, как поступить дальше. Ожидание и медлительность затянулись, когда на ранчо появилась Хелен, дочь Майкла. Она была шокирована результатами и мотивами своего отца. Хелен не могла поверить тому, что у её отца скрыто. Она заметила, как миссис Чекони изучала новорождённого, помимо того, что она испытывала, сильное разочарование от любимого отца. Она, как и все, не могла понять сути происходящего. Но главное было не это. Миссис Чекони наконец осознала всю ценность редкого жеребёнка.
Дороти, как теперь ее звали, могла стать настоящей сенсацией на выставках, но при этом это не было важным. К ее удивлению, Хелен пообещала остаться на ранчо, но ей не позволили. Миссис Чекони потребовала, чтобы она покинула место. Хелен прислушалась и покинула ферму, озадаченная тем, насколько сильно ее мотивы отличались от желаний ее отца. После облицовки со временем настал момент настоящего выбора для миссис Чекони. Она назвала жеребенка Дороти старинным именем, наполненным историей и любовью. Данное имя являло собой символ надежды и обязательства, которое она взяла на себя. Теперь она обращалась к своим заботам: сохранить семейное счастье и животных, заботиться о них, не стремясь к финансовой выгоде. Ее единственным желанием стало, чтобы Дороти могла радовать других, сохранив в своем будущем независимость и свободу. Миссис Чекони с каждым днем заботилась о Бёрн и была уверена, что предоставит лошади больше общения, любовных моментов. Она решила организовать контактный зоопарк для ее лошади и окружающих людей, тем самым удовлетворяя их потребность в общении и радости. Это было место, где люди могли прийти и провести время с животными, что в свою очередь помогало как существам, так и людям. Улыбки и веселье заполняли пространство. С течением времени Бёрн нашла свое счастье. Она доживала свои дни, наслаждаясь нежным вниманием людей и весельем, которое приносила семья Чекони. Полюбив эту атмосферу, Бёрн стала не просто лошадью, а частью жизни и дружбы, которая объединяла людей вокруг нее. Миссия миссис Чекони была ясна. Она вложила всю свою душу в то, чтобы создать пространство любви и заботы, которое поддерживало бы всех, кто жил вокруг. В завершение своей истории миссис Чекони продолжала заботиться о лошадях, домашних птицах и родных, наслаждаясь каждым днем в объятиях своей фермы и своей любимой Дороти. Каждый миг был наполнен смыслом и радостью, и ее жизнь лишь укрепляла связь между мирами людей и животных, показывая, как они могут обогатить друг друга. Так они жили счастливо, и их история оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто их знал.